Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Киева, а точнее подведем итоги прошедшего, друзья, июля месяца 2026 года. И, конечно же, будем говорить о рынке недвижимости через призму цифр. Для людей, которые смотрят мои видео не больше 2 минут или там 1 минуты, сразу могу вам сказать, чтобы вы себя не мучили, стоимость квадратного метра в целом по рынку недвижимости города Киева растет. А любознательные люди, ну, до конца досмотрят, и мы совместно разберемся в процессах, которые я наблюдал длиною в 1 год. В конце видео сделаем прогноз, это среднесрочный прогноз до конца года 2026, что будет происходить с недвижимостью. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Попробуем вместе с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Киева, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта центральной части Украины. Сегодня мы говорим о городе Киев, показываю указкой. Вот здесь легенда карты, это такие сводные данные, да, которые позволяют вам в целом понять, что произошло за месяц с рынком жилой недвижимости города Киева. Начнем традиционно с населения. 2 миллиона 950 тысяч, это довоенное население, сейчас где-то 3 миллиона 500. Ну вот по всем, я в Киеве уже 10 месяцев не живу, но друзья пишут, то есть людей стало больше гораздо, чем это было до войны. То есть как минимум на 500 тысяч стало больше. Напишите, кстати, тоже, ваши это субъективные. Понятно, что мнение, насколько больше или меньше людей сейчас проживает в городе Киеве. Переходя к количеству предложений, которые были зафиксированы мною компанией Olymp Consulting, напомню вам, что мы фиксируем все предложения, это квартиры, которые выставляются для продажи, и те, которые попадают в сеть интернет. Это крупные порталы, сайты и так далее. С помощью программного обеспечения Olymp Use, на которое у меня есть патент и авторское право, соответственно. И я работаю с большими цифрами. Мы видим, что количество квартир было выставлено для продажи, это первичный, вторичный рынок, 76 500. Ну, для миллионного города это вполне адекватная цифра. То есть выборка, во-первых, репрезентативна. Ну, генеральная выборка – это, друзья, количество объектов, которые вошли в данную выборку, которые попали в исследование. И однородно я применяю в своих исследованиях метод классификации и классифицирую рынок недвижимости по классам и по сегментам. Первичный, вторичный рынок, и сейчас мы об этом поговорим. Видим, что на 1%, ну, округлим больше в сторону, желающих продать квартиры в Киеве больше, чем это было в июне 2026 года. Переходим к социальному жилью, будем говорить только в процентном соотношении. Плюс 0,47% выросла стоимость квадратного метра в городе Киеве, друзья. Хотя давайте вот с цифрами. Социальное жилье 1064 доллара за квадратный метр. Записал недавно, сейчас активно смотрят по западной части Украины, естественно, подобное видео. И мне там ребята пишут ну спасибо, что пишут, из Хмельницка, из Ивано-Франковска. Да у нас больше 1100, там и нет на рынке недвижимости. Друзья, могу вам предложить приезжать в Киев, продать свою квартиру в городе Хмельницкий, купить чуть больше квартиру в городе, так сказать, Киеве и наслаждаться жизнью, или точнее, не наслаждаться, ну, чувствовать себя успешным человеком, который так ловко смог выехать с Хмельницкого в город Киев. Не бывает такого. Мы говорим сейчас о классе рынка недвижимости, социальное жилье. И когда вы слышите какие-то цифры, вы напрочь забываете про классификацию. Но это люди, которые мне пишут, я просто привел в качестве примера. В городе Хмельницкий, Ивано-Франковске жилье стоит дороже, чем в городе Киеве социальное жилье. Я, может быть, с этим соглашусь, только не указали ребята
к какому классу относятся данные квартиры, о которой они, в общем-то, написали. Но это так, почему-то вспомнил. И еще раз напоминаю, очень важно структурировать рынок недвижимости, в том числе по классам. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс. Разница чувствуете, насколько изменилась в стоимости? Это также вторичный рынок, но динамика роста плюс 0,41% в месяц. То есть рынок недвижимости опять начал динамику незначительного роста в городе Киеве. С чем это связано? Господа эксперты, напишите мне, пожалуйста, будет интересно. Я в конце видео выскажу свою версию. Досмотрите. Аренда, друзья, аренда поквартальная, долгосрочная. Мы сравниваем первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года. И вот здесь, друзья, внимание! Впервые за почти 2 года снижение мы видим минус 2,68% за квартал. А это первый, друзья, звоночек о том, что я всегда говорил, говорю и буду говорить. Аренда наиболее быстрее реагирует на вот эти все состояния рынка недвижимости, на все, ну вот на процессы, которые происходят и извне, и, соответственно, внутри рынка. То есть мы знаем, что на рынок недвижимости воздействуют как внешние процессы, так и внутренние. О них, кстати, поговорим чуть позже. Так вот, это связано, наверное, все-таки еще и с тем, что рынок аренды на 500 тысяч людей стало больше в городе Киеве. Ну, понятно, что это вызвало, если не ажиотаж, то динамику роста стоимости аренды. И в то же время я вспомнил, женщина написала, говорит, ну, в чем прикол? Приехали в Киев, 20 тысяч платим за аренду и каждую ночь, говорит, спим в метро. То есть, вот понимаете абсурд ситуации, да, думали, что в городе Киеве спокойно, а сейчас такое впечатление, что это самый-самый прифронтовой город. Поэтому, друзья, вот эти звоночки, что аренда за квартал показала динамику снижения, все-таки я предполагаю, что и по стоимости квадратного метра мы увидим отрицательную динамику, но об этом будем говорить в конце видео. Переходя к первичному рынку, видим динамику роста плюс 0,24%. Это квартиры эконом-класса. Первичный рынок комфорт бизнес-класс снижение минус 0,18%. Ну и первичный рынок квартиры элитный класс показали динамику роста плюс 0,07%. Друзья, общая картинка для вас понятна. Стоимость растет квадратного метра практически по всем сегментам, это первичка, вторичка, а вот аренда уже по вторичному рынку, естественно, потому что первичный рынок в априори не может быть в аренде, это квартиры, которые еще не сданы в эксплуатацию. А вот аренда показала динамику снижения стоимости. От обобщенных данных переходим к уже таким декомпозированным данным и очень подробно в разрезе административных районов разберемся, что произошло. В данном случае класс социальное жилье, город Киев, 10 административных районов. Рост за один месяц почти 0,5%, плюс 0,47%, что бросается в глаза, друзья. Наибольше выросла стоимость за месяц в Днепровском районе, плюс 0,64%. Ну и меньше всего выросла в Печерском районе, плюс 0,36%. Это всего лишь, друзья, за месяц, напомню вам. А следующий слайд, это слайд появился благодаря вам. Вы задавали и задаете мне вопросы, а что же все-таки произошло с недвижимостью за весь период войны. Ну, это почти 5 лет, или точнее 4 года и 7 месяцев, да. Так вот, друзья, смотрите. Перед вами график, рисунок. Пример, я взял класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на территории Украины. И давайте с цифрами поговорим о тех процессах, которые вы наблюдаете. Спросите любого своего друга, риэлтора или просто знакомого, и задайте ему вот тот же самый вопрос, который вы мне задаете. А что произошло с недвижимостью за время войны? Я уверен, что 99% вам не ответят. Или ответят очень расплывчато, что все подорожало. Ну, это традиционно. И 1% ответит, что нет, незначительное снижение, но
на цифры никто не будет опираться. Почему? Потому что данные цифры, их просто в априори у данных специалистов нет, они продавцы. Они не могут знать эти цифры, потому что продают в лучшем случае 2 квартиры за год или 3, да, это уже успешный риэлтор. О каких, так сказать, цифрах или о какой статистике можно с ними говорить? А люди живут бытовым сознанием, утром выпил чай, вечером, так сказать, водку, пиво или тоже чай. День прошел и все забылось, да. Но мы сейчас говорим с цифрами именно по классу социальное жилье, что произошло. Начинаем с начала войны. Война началась у нас 2022 год, это был у нас февраль, 24 февраля. Мы же исследование, я и компания Alim Consulting сделали поквартально с марта 2022 года. $1121 стоимость квадратного метра, друзья, социальное жилье. Первый год недвижимость просела достаточно сильно, где-то порядка 8-9%. Второй год, друзья, даже вот здесь вы видите, какой-то квартал, видим, рост стоимости был, то есть второй год войны, а стоимость даже незначительно где-то в каком-то квартале. Это у нас сентябрь месяц, третий квартал. Показала динамику роста. Но в итоге, в общем-то, практически ничего не произошло за второй год войны. Третий год войны недвижимость снижалась порядка также 10%. Рэперные точки есть, можете их, так сказать, ну, они зафиксированы, можете посчитать. И, о чудо, 2025 год мы видим динамику роста. С чем это связано? Друзья, эксперты, напишите мне будет интересно почитать. И 2026 год, буквально один квартал, незначительная динамика снижения в городе Киеве. И опять мы видим, динамика роста повторилась уже в июле 2026 года. То есть, подводя итоги, все-таки что произошло с недвижимостью, обращаемся к экселевским данным, вот табличка внизу, и видим, что в городе Киеве за весь период войны недвижимость подешевела на 5,08%. Да, друзья, именно так ведет себя рынок недвижимости. Следующий, друзья, слайд. Здесь очень быстро проговорим про аренду. Я ее упоминал, но в конце еще мы о ней вспомним. Город Киев, аренда, средняя аренда. Можете посмотреть по административным районам. Сравниваем, естественно, квартал с кварталом. Однокомнатные, двух-, трех-, четырехкомнатные вошли в выборку. Итак, вот здесь видим, что за квартал снижение 2,68%. Это первый, друзья, как мне кажется, звоночек, который нам говорит о том, что не все в порядке с рынком недвижимости. И, скорее всего, недвижимость также по предложениям будет подвержена динамике снижения стоимости. Следующий слайд. Очень быстро разберемся, что произошло вторичный рынок, эконом, комфорт, бизнес-класс. Рост плюс 0,41%. По административным районам это у нас стоимость квадратного метра в долларах, а это у нас рост в процентном соотношении за месяц. Дальше видим, что следующий у нас первичный рынок, квартиры эконом-класса, квартиры не сданные, друзья, в эксплуатацию. Напомню вам, чем отличается первичный рынок от вторичного. И не факт, что во время войны даже в городе Киеве эти квартиры будут сданы в эксплуатацию. Итак, динамика роста эконом-класс 0,24%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, переведенная в доллары по административным районам, и рост в процентном соотношении. Следующий у нас слайд посвящен первичному рынку. Это квартиры комфорт бизнес-класс. Здесь мы видим динамику снижения минус 0,18%. В абсолютных цифрах можете посчитать стоимость квадратного метра и снижение в процентном соотношении за месяц. Ну и слайд последний, который говорит нам о колебательных процессах длиной в 1 месяц, это элитный класс, рынок первичный. Здесь рост плюс 0,07%. Обратите внимание, что из 10 районов только 3 района, где присутствуют квартиры с данными техническими характеристиками элитного класса. И как сильно меняется стоимость в зависимости от локации той или иной квартиры.
Самая дорогая недвижимость данного класса – это Печерский район, массив Липки. Ну, видим, динамика также положительная, динамика роста по всем, так сказать, административным районам. Ну и, друзья, переходим к традиционному слайду. Здесь я показываю, что произошло за год. Период сравнения, естественно, у нас июль 2025 с июлем 2026 года. Перед вами график, рисунок, линия тренда, она аппроксимирована, сглажена такая. И вот смотрите, что все-таки произошло. В июле месяце 2025 года $1047 за квадратный метр. И уже в июле 2026 года $1664 за квадратный метр. Посмотрите, вот как динамика роста, колебательные процессы, снижения, потом опять роста, потом опять снижения. И в итоге, если две реперные точки сравнивать, июль 2026 с июлем 2025 года, то мы видим, что в годовом измерении динамика роста присутствует плюс 1,62%. Также я и компания Alim Consulting готовим индекс рынка недвижимости, он положительный, единичка 0,16. Очень кратко, немного рекламы. Мы готовим данные индексы на протяжении там уже больше 10 лет. Крупные банки иностранные, которые работают на территории Украины, отечественные банки, я имею в виду украинские банки, системные банки, национальные банки обращаются к нам, и мы делаем подобную работу. Итак, что такое индекс? Индекс – это изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного класса жилья покажу. Считается он просто 1064 делим на 1047. Получаем динамику роста процентом соотношения плюс 1,62%. Или вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,16. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам, риск-менеджмент, данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. На примере данного графика рисунка с цифрами вам показываю. Поэтому синергия наших знаний, она очень поможет и в вашем сложном бизнесе, и поможет развиваться компании Alim Consulting, и, конечно, мне заниматься наукой. То есть для того, чтобы меня найти, находите описание YouTube канала, Viber телефончик, это Kyivstar, киевский телефон. WhatsApp это кипрский телефон, к сожалению, я не живу уже в Украине где-то порядка 10 месяцев. Созвонимся, спишемся, напишем, составим техническое задание. Да, я работаю, продолжаю работать удаленно, в этом нет проблем. Предприятия платят налоги в Киеве, то есть в Украине, 2 предприятия даже. Поэтому проблем нет. То есть, помните, все это началось с 2019 года, как стали люди работать удаленно. Неважно, где ты находишься, на острове или в городе Киеве, но ты можешь, в общем-то, работать с контрагентами вполне себе, не нарушая, так сказать, каких-то партнерских обязательств. Так вот, друзья, я один из немногих в Украине, который знает, как меняется стоимость недвижимости. Звоните, сделаем техническое задание, и вы раз в квартал будете получать полную информацию о той недвижимости, под которую вам вы или ваше учреждение финансовое выдало финансовые средства, как меняется стоимость именно вот недвижимости. Где-то оно в какой-то период растет, в какой-то оно снижается. Это видно даже на данном графике. То есть риски вы сможете минимизировать. Риски – это очень важно для вашего действительно сложного бизнеса. Итак, друзья, переходим от рекламы к следующему слайду. Здесь мы поговорим о уже аренде более подробно. Вверху у нас видим график, рисунок. Здесь рост стоимости по предложениям мы его уже обсудили. За год плюс 1,62%. А вот внизу видим табличка. Здесь у нас этот же самый класс социальное жилье в аренде уже. Что произошло за год? Период сравнения 6 месяц.
Ну, я вам говорил, что долгосрочная аренда, мы делаем исследования раз в квартал. И, соответственно, сравниваем второй квартал 2026 года с вторым кварталом 2025 года. А вверху график рисунок, здесь уже июль месяц, то есть первый месяц третьего квартала. Но, в принципе, динамика очень интересна и понятна. Так вот, друзья, если здесь у нас рост по предложениям 1,62%, то аренда, друзья, внимание, еще раз скажу вам, что 2026 год показала снижение стоимости квадратного метра. Именно второй квартал. И снижение значительное, там 2,5%, что в годовом измерении составило всего лишь 1% роста. То есть, посмотрите, корреляция какая. 1,62, 1,5% роста по предложениям и 1%, ну, округлили в большую сторону, да, по аренде. И аренда, я предполагаю, будет в дальнейшем показывать динамику снижения, что и будет происходить, друзья, вот здесь также на рынке предложений. То есть вот эта динамика, если вверху вы увидите, да, она должна показывать нам динамику снижения до конца 2026 года. А теперь давайте еще раз к аренде вернемся. Аренда, в общем-то, в городе Киеве и в городе Львове, ну, мне так кажется, ведет себя вполне, ну, как она называется, адекватно. Пример, просто приведу простой пример. Если у вас есть 10 тысяч долларов, ну, это очень обобщенный, простой пример, чтобы с математикой не путаться. И вы решили открыть депозит, то есть деньги положить на депозит, именно доллары. Вы увидите, что 1% в годовом измерении – это деньги, которые вам, в общем-то, банк заплатит за то, что будет пользоваться вашими 10 тысячами долларов. То есть 100 долларов вы получите в конце года. И вот примерно та же самая динамика, если вы купили квартиру, конечно, вы не купите за 10 тысяч долларов, но, предположим, если бы вы купили квартиру за 10 тысяч долларов, то пассивный доход, который бы был от сдачи в аренду данной квартиры, еще раз говорю, не цепляйтесь за 10 тысяч. Я просто привожу вам, ну вот в процентном соотношении вы получили бы тот же самый пассивный доход, что обеспечивает вам финансовое учреждение, любое в долларах в Украине. То есть, друзья, это вот такой маркер, да, который очень интересный. И как будет все на самом деле развиваться, происходить с рынком недвижимости, посмотрим. А теперь давайте о прогнозах. То есть рост видим на 1%. Останавливаю показ слайда. И до конца года что произойдет. Друзья, ну, критикуйте, не критикуйте меня. Я в любом случае применяю в прогнозах многофакторный анализ, это научный метод. Я через призму уже смотрю макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие региона, в данном случае города Киева. Эти данные есть в открытом доступе. Если их сравнивать довоенный период с сегодняшним периодом, там больше 10 я нашел макроэкономических показателей, которые очень, а они, кстати, выражены также в индексах. И напомню вам, что я и компания Alim Consulting одни из многих, может, две будет по Украине, которые готовят индексы рынка недвижимости. Так вот, корреляция между индексом рынка недвижимости и там 10 факторов, которые макроэкономические, которые также выражены в индексах, она очень плотная и имеет обратную связь. А это, ну вот так, чтобы было понятно, плотная корреляция это ну, 0, наверное, 8 где-то, да, 0,8. То есть рынок недвижимости взаимосвязан с экономикой. Это очевидные вещи. Ну, все, даже риэлторы, те знают, что рынок недвижимости это сегмент украинской экономики. Поэтому он не может развиваться в противофазе. Итак, зафиксировали, что за год, июль, сравнивая 2026 года с июлем 2025 года, рост всего лишь сколько там у нас, 1%, да, 1,5%, я все-таки предполагаю, что к концу года, это еще 6 месяцев, мы увидим снижение стоимости квадратного метра, друзья. А когда вот холода начнутся, ноябрь, сейчас люди спят в метро, потому что
так сказать, невозможно спать в квартирах, а когда холодно будет, да, и невозможно будет спать, и бомбежки, и холодно, да, и воды нет, и все остальное, то, друзья, это совсем другая ситуация. Поэтому я предполагаю, что мы к концу года увидим снижение всего лишь где-то, ну вот если брать год с годом сравнивать, то есть вот эти 1,5%, это, ну, по полпроцента, наверное, будет снижение в месяц. Если даже это будет происходить именно так в течение полугода, то, ну, несложно посчитать, да, это уже будет 3%. То есть где-то, ну, минус полпроцента, минус 1% в годовом измерении, сравнивая декабрь 2026 года с декабрем 2025 года, мы увидим отрицательную динамику снижения. Но, друзья, время идет быстро, посмотрим, может что-то случиться за этот период. Я не знаю, внешние факторы, которые влияют на состояние рынка недвижимости, они непредсказуемы с точки зрения анализа. То есть эта война, она не может быть предсказуемой. Я не специалист по войне. Это всевозможные геополитические коалиции, которые выстраиваются, которые дают деньги, не дают деньги. От этого зависим, друзья, мы. То есть Украина превратилась в некого пациента, который нашпиган иголочками, через который поступает живительная смесь в государство. И как только какой-то политик, геополитик, да, посчитает, что помогать Украине, наверное, это уже очень много, и нет смысла в этом, да, то состояние пациента может очень сильно ухудшиться. Поэтому внешние факторы, они не прогнозируемы. Поэтому посмотрим, поживем. Но я предполагаю, что снижение, еще раз напомню, будет порядка 1% в годовом измерении в течение года. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен и надеюсь, станут компасом в каменных джунглях рынка недвижимости. Друзья, лайки, дизлайки ставьте, подписывайтесь и до следующих встреч в эфире.